Новый сезон и новый состав приносят нам новые надежды. Команда уже несколько дней находится на буткемпе, где тренируется для того, чтобы выиграть квалификации на киевский минор, на гамбургский мажор и на другие турниры. Ну а я здесь для того, чтобы показать ту небольшую часть, которую мы называем буткемпом, а также пообщаться с ребятами и немного понаблюдать за их жизнью. Тренировки у нас начинаются в 2 часа дня и начинается с того, что ребята разбирают реплей, делают работу над ошибками для того, чтобы не повторять эти же ошибки в дальнейшем. Саш, у меня для тебя кое-что есть. Презент. Интересно. Поздравляю тебя с новой должностью. Мы всем Спасибо. офисом скинулись. Да? Что такой подарок хороший. У меня вот недавно был день рождения, и даже там я таких У подарков не тебя день получал. рождения был месяцев 9 назад. Не так уж и давно. По сравнению с глобальными событиями это довольно Глобальные близко. события. Вот о них давай поговорим. Как тебе в новом амплуа? Появились ли у тебя уже такие менторские, знаешь, созидательные и такие, знаешь, нотки в твоем характере? Но они никуда не уходили, собственно. Ну, Да, поэтому менторские. все правильно. Ну, конечно. Созидательные. Да, они. И прочие другие. Ну, в целом, ребята стараются, ребята хотят. Я им помогаю в этом. Ну, вот. Посмотрим, как оно там будет. У нас пока только 2 дня прошло. Мы только вот в стадии знакомства и так далее. Но уже все хорошо. Я вижу, что настроены, Да? настроены на работу, да. А я в этом всячески сопутствую, содействую. А что ты сейчас говоришь? Как ты взаимодействуешь? Какие ты там планы, установки им даешь? Очень интересно. Ну, пока вот, опять же, да, я приболел, и поэтому не могу проявить всю свою силу. Потому что я хожу, стараюсь мало с ними разговаривать, чтобы не заразить их, не дай бог. Вот. Но в целом, когда обсуждение идет, я там всячески помогаю, ну, игры смотрю. Ну как? Как ты им помогаешь? Как рассказываю об ошибках, ну, поскольку со стороны взгляд виднее, ну, то есть лучше все я могу рассмотреть в игровом процессе. Где-то там говорю, кто прав, кто виноват. Где-то пытаюсь сделать так, чтобы общая какая-то у них картина вырисовывалась. Вот. Ну, впоследствии сейчас чуть погода получше станет, потому что дожди. Вот. В планах ходить, гулять, потому что ребята толком не познакомились, пришли сразу же сели в компьютеры И играть. ты их выгуляешь. Да, и обязательно надо будет в день, полчасика по часику гулять, ходить, вот, чтобы просто дышать свежим воздухом, ну и понимать, что вообще друг от друга ожидать. Потому что команда — это прежде всего семья, как ты знаешь. Я знаю. Вот. Расскажи о своих первых впечатлениях. Первый раз в доме Нави, первый раз в этой команде, с этими игроками. Вот расскажи свои впечатления. Ну, впечатления положительные. Мне пока все нравится. Дом тут, атмосфера и так далее. Осталось работать, готовиться к турнирам и побеждать. А как вот с вами Сашка взаимодействует? Какие он дает советы? Как он общается? Потому что мы привыкли его видеть там, в качестве игрока, и как игрок я имею представление, какой он. А вот как тренер, мне очень интересно. Но сейчас он нам больше помогает по коммуникации, потому что это важно. Ну, тут 3+2 новых игрока. Вот. Это что Я- значит? Ну, Витя, Даня и Акбар, они уже там костяк, а мы с Владом новенькие, вот, и он помогает как-то лучше взаимодействовать между собой. Какими инструментами? Как? Вот что он тебе говорит? Ну, он во время игры смотрит, как мы общаемся, как даем инфу и так далее, там подсказывает, где что не так, вот. И из-за этого, возможно, и игры проигрываются. Вот, посмотрим. Вот, пока он так нам помогает. То есть мы слишком не забираем, они нас убивают, и в итоге этот Найкс, который висит там, который Я знаю, что вы с Акбаром давно знакомы. Ну, помимо того, что вы играли вместе в одной команде в клип, так вы еще то ли учились где-то, да? Где? В Как Липецке, такое? Серьезно? в институте, да. В одном классе? Ну, в одной группе были, да. И как долго вы вместе проучились? Ну, он ушел спустя 1,5 года вроде, а я остался доучился. Вот. Он просто переехал вроде в Пермь и бросил там вот в Липецке Ну учебу. да. Но он тогда уже там играл в ПРах,
потом его в Империю вроде звали, но он уже как раз сконцентрировался на игре, по-моему. Слушай, вот Правильно сделал. мне интересно на самом деле, как вы с ним общались вот во время учебы? Вы же, мне кажется, у вас столько дота-тем было общих. Дружили вы, не дружили? Ну, я узнал то, что он тоже играет в доту, потом я ему Это на первом дал курсе ключ. было? На первом, там, чуть на втором, да, вот. Я узнал то, что он играет в первую, когда уже все потихоньку переходят во вторую. Но я ему дал ключ поиграть. Потом, Батя. да, потом видел то, что он очень хорошо в пабликах играет. Ну, прям очень хорошо. Я видел в нем потенциал. Ну и как-то общались и так далее. Вот. Некоторые тренеры, я знаю, что вот из СНГ пространства, как бы внедряют такую схему, где, в общем, по тренерским стратегиям команда играет. Как ты хочешь, как ты видишь. Ты будешь отвечать за пик, или будет Акбар пикать, и вот эти интересные мне вопросы. Я не могу отвечать за пик, потому что на турнире я не смогу им никак помочь в этом плане. Но они все равно могут играть по твоим наработкам, по твоим чертежам, Ну, скажем это так. совместные решения, то есть они обсуждают, что хотят делать. То есть я высказываю свое мнение, то есть как шестой игрок, можно сказать. Вот, ну, скорее всего, они к нему прислушаются. Если нет, то посмотрим, как будет. Если это не принесло результата, тогда я повторю и уже настойчивее. Какие у тебя цели сейчас стоят в голове у тебя? В голове, Если ты ставишь не в голове, может быть, ты записываешь их. конечно, записываю. Ну, для начала было бы неплохо хоть пару квалификаций пройти, чтобы попасть на лан. Потому что, ну, все, что играешь в онлайне, это все фигня, потому что люди сидят дома, люди прекрасно, да, там, адаптированы к тому месту, где они играют, им ничего не мешает. Там проиграли, пошли, скушали по бутербродику и дальше пошли по паблике играть. Лан это все же другое, это атмосфера, это испытание для любого игрока, ну и для команды в целом. Поэтому я хочу пока отобраться куда-то, ну, точнее на максимум турниров, чтобы там, возможно, тоже как бы первый блинкомом, там какие-то турниры мы проиграем, даже пусть там сразу же, то есть это какой-то даст плод для работы, что ли. А дальше, ну, будет возможность улучшаться, потому что если мы туда не отберемся, то очень, я боюсь такой вещи, как, знаешь, рутина вот этих проигрышей, когда ты уже раз, два, три проиграл, и потом думаешь, ну, уже и не хочу я ничего выигрывать, уже можем ли мы или не можем, появятся какие-то сомнения и так далее. Лучше на первых порах сразу же победить, чтобы потом из этого что-то строить. А долгосрочные пути, ну, отобраться на крупные ивенты, где будут все топ-команды, чтобы попробовать побороться с ними и чему-то у них поучиться для начала. То есть, чтобы игроки, да, там столкнулись с какими-то ситуациями, где им показывают более опытные и титулованные команды, как и что нужно делать, да, и в каких-то их ставят неловкие моменты в игре, где они теряются, но впоследствии это все выйдет знаниями и опытом каким-то. Пока ребята заняты реплеями, мы проберемся в одну из комнат. Здесь кто-то живет, на самом деле я не знаю. Но самое интересное, изюминка этой ванны, это ванна, собственно. Обычно я знаю, что Дэнди любит ее принимать, и в последний раз, когда он ее принимал, он использовал всю горячую воду в доме, как бы, и другие мылись в холодной воде. Вот такой вот он нехороший редиска. Ну, здесь, кстати, есть уточки, и можно их напустить в ванну и плавать с уточками. Удивительно, что ванна соединена, как бы на две комнаты идет вот эта одна ванна. И удивительно, что для того, чтобы уединиться, как бы, нужно закрыть с одной стороны дверь, потому что если ты не закроешь, к тебе может кто-то попасть, и будет не очень приятно. Так что вот здесь два выхода есть. Вот. И мы можем так попасть в другую комнату и посмотреть, что там.
В принципе, если та комната вполне убрана, здесь, ну, я тоже не могу сказать, что тут бардак. Здесь, кстати, вот живет Дэнди и генерал. Вот, и генералы, я вот вам такой секрет расскажу, иногда жалуются на Дэнди, потому что у Дэнди стоит 10 будильников примерно на 10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, и пока он проснется, проиграет, ну, в общем, будильников 10, и от этого Витя немножко горит. Ну, они живут уже не один день и не один буткемп вместе, и, видимо, им нравится жить друг с дружкой. Вот такая нужна, ребят, но как же без первой совместной фотки? Ну, вот у вас уже вчера игры были, и как они прошли? Не совсем хорошо. Что было не так? Сыгрываетесь? Надо время поиграть, посмотреть героев, пики. Ну, я тебе желаю раскрыть свой потенциал. Мы уже соскучились по победам. Спасибо, я тоже. Будет все. Давай. Давай. Друзья, буткемп будет длиться более 3 недель, и за это время мы еще не раз здесь побываем. Для вас же мы хотим записать видео, в котором игроки будут отвечать на ваши комментарии. Так что оставляйте свои вопросы и комментарии под этим видео. Самые интересные мы обязательно зададим игрокам. Ну а на сегодня все. С вами была Яна, Нави, и до скорых встреч на канале Натус Винсера. Пока!